Здравствуйте, дорогие друзья! В этом видео я хочу рассказать, как определить по внешнему виду своих растений томатов о том, нужно ли их подкармливать, и если нужно, то чем. Часто так бывает, что огородники выращивают не один сорт или гибрид томатов, а выращивают 10 сортов. И вот постоянно применяют один и тот же подход ко всем 10 сортам. Несмотря на то, что разные сорта могут требовать в разной фазе развития разный подход. Вот сейчас перед вами розово-плодный высокорослый томат Молдуа. И на что я всегда сам смотрю и хочу посоветовать вам смотреть, подходя к своим растениям. Как определить, нужно ли их подкармливать, и если нужно, то чем. Друзья, а в первую очередь я всегда обращаю внимание на состояние верхней части стебля. Если стебель у нас истонченный, либо тенденция к истончению идет, и при этом навязываются плоды, тем более если навязываются плоды, то можно сделать однозначный вывод, что такое растение уже выбрало направление генеративного типа развития. Чем это нам грозит? Это нам грозит тем, что растение навяжет первую завязанную кисть, нальет вторую кисть, которая уже завязывается, третью, возможно. А вот дальше начнутся проблемы, потому что растению просто-напросто не хватит сил завязать четвертую, пятую, шестую кисть. И через 3-4 недели произойдет осыпание кистей, которых на растениях еще нет. Ну вот сейчас реально у нас сколько кистей? Вот раз мы видим кисть, вот вторая кисть пошла, третья кисть, ну вот четвертая начинает. Друзья, так вот, смотрите, какая тонкая верхушка здесь. Если мы сейчас срочно не предпримем мер, направленных на то, чтобы нарастить листостеблевой массы, мы действительно рискуем, что пятая кисть осыпется. И мы не будем понимать через 3-4 недели, что происходит, почему осыпается, чем подкормить. А подкармливать будет поздно, потому что подкармливать нужно сегодня. Нужно сейчас срочно менять ситуацию. В общем, друзья, если вы увидели, что истонченная верхушка, происходит налив нижних кистей, листья не совсем крупные, будем так говорить, или задерживаются в развитии, то однозначно принимайте решение о проведении подкормки удобрением. Причем неважно, я сейчас не говорю, это будет минеральное удобрение или органическое, чтобы в этой подкормке было больше азота. Азотная составляющая сейчас именно то, что нужно растениям для наращивания листостеблевой массы. Именно проведением такой подкормки с повышенным азотом мы и добьемся цели по наращиванию листьев и стебля, что может спасти наши растения и наш урожай в будущем. Друзья, я думаю, с этим все понятно. Ну вот лично я бы сейчас чем провел? Из расчета 20 грамм удобрения 20-20-20, формула по азоту, фосфору и калию, и добавил бы к этому удобрению еще 5-10 грамм аммиачной селитры. Таким образом, добавлением аммиачной селитры, либо такого же количества карбамида, оно же мочевина, я бы и увеличил азотную составляющую. Вот таким способом можно избавиться от полного перехода растения в генеративное развитие. Давайте теперь обратимся к красноплодным растениям боребин. Тоже высокорослые томаты, как я уже сказал, высаживались, высеивались, ухаживались. Все это было идентично, но растения выглядят немножко по-другому. Друзья, растения выглядят так, что у них достаточно мощная, толстая вот эта часть стебля. Ну, не в сравнение, да? Согласитесь. Мощный лист. То есть растения развиваются совсем по-другому. И плюс у них тоже все нормально с завязываемостью. Вот здесь 6 плодов, здесь 7 плодов вяжется. Вот третья кисть, четвертая кисть. Обратите внимание, какой мощный крепкий цветок у них на четвертых кистях. Да, вот здесь посмотрим тоже какой. И давайте посмотрим вот четвертую кисть на вот этом растении, на розовоплодном.
маленькая кисточка, потому что не хватает азотной составляющей. Вот в чем проблема. Но я рассказал, как исправить, если увидели истончение верхней части стебля. Друзья, здесь же ситуация немножко другая. Здесь как раз таки с азотом все нормально. С наращиванием листа стеблевой массы тоже все нормально. И вот в этом случае я бы провел подкормку просто удобрением 20-20-20. Из расчета 20 грамм вот этого удобрения на 10 литров воды. По 1 литру под корень каждого растения. Таким образом мы бы подтолкнули дальнейшее органичное развитие вот этих растений. То есть нарастала бы и зеленая масса, нарастала бы и корневая система, и не забывали бы укрупняться и навязываться следующие кисти, ну и плоды, соответственно, на этих растениях. Если бы сейчас эти растения у нас были более зажировавшими, то есть закрутились бы вот эти верхушки в бараний рог, так еще побольше. Сейчас я считаю нормально, это не жирует. Это более-менее такое, ну, крепкое, нормальное развитие. Смотрим на верхушку, она крепкая, но она не чересчур толстая. Поэтому я считаю нормально, здесь все происходят процессы. Мы здесь возьмем хороший урожай с вот этих растениях. Если, конечно, будем ухаживать правильно за ними и в дальнейшем. Друзья, так вот, если бы они более явственнее, более отчетливо были направлены на развитие вегетативное, то есть крупнее листья, верхушки толще, вот эти стебли, там листья закрученные верхние были бы больше, то нужно было бы тоже принимать меры, потому что слишком вегетативное развитие плохо влияет на завязываемость плодов. Плоды мелкие могут остаться, и их может быть мало в конечном итоге. То есть плохо и генеративное развитие, ярко генеративное, но плохо и ярко вегетативное. Поэтому нам нужно пройти по вот этой тонкой грани, которая позволит нам получить высокий урожай. То есть мы должны своеобразно балансировать, проходя, вот, чтобы растение не качнулось в то или иное направление развития. На этом видео закончу. Основные принципы объяснил. Спасибо вам за внимание. Всего доброго, до свидания. До новых встреч.